Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас связать со мной вместе вот такие прекрасные мокасины. Вяжутся они просто, и в них есть одна особенность. Я здесь использовала подошву от обыкновенных шлепанцев. Очень часто вы спрашиваете меня, где взять подошву. Иногда действительно это трудно достать ее. И я вам покажу, как можно вообще использовать обычную подошву вот от таких шлепанцев. Я просто их купила. Они недорогие, но мне очень понравилась эта подошва. И я решила показать вам, как на такой подошве можно связать достойное изделие. Начинаю с того, что подошву я подготовлю. Надо это все отрезать, то, что тут лишнее, оставить одну подошву. И вот тут у меня есть такие, так как тут было прикреплено вот эти вот части, запчасти к этим босоножкам, тут надо будет мне проклеить, и я проклею обувным клеем, чтобы не отрывались потом. Я их не убираю, чтобы не было дырочек, и они остаются как бы в виде клапанов. Вот будет такая заготовка. Они так, кстати, крепко сидят, что их еще и не вынуть, но я все равно туда клея накапаю. Так, для вязания я буду использовать пряжу. Вот у меня пряжа Alize Diva. Я ее люблю, для обуви она шикарна. И, конечно же, мне нужны будут крючки. 2 буду использовать для обвязки подошвы, 2,5 и 3,5 для вязания верха туфли. На подошве я проколола отверстие по всей окружности, для того, чтобы потом можно было легко обвязать. Как это сделать? Я вам сейчас просто покажу. Подошва, она довольно из такого не жесткого материала, легко прокалывается. Я просто беру вот шило и шилом прокалываю эту подошву. Она несложно входит шило в нее. И после того, как я вот первое отверстие проколола, я беру сантиметр и сантиметром уже по всей окружности отмеряю, ставлю точки, отметки на расстоянии примерно 1 сантиметр. Ну вот сантиметром отмеряю 1 сантиметр. И по всей окружности делаю отметки, потом по этим отметкам шилом прокалываю отверстия. Когда уже подошва готова, то есть отверстия все уже сделаны, тогда нужно начинать обвязку. Я беру крючок 2,5 и начинаю с пяточной части, вот с центра пятки. Начинаю обвязку. Обвязываю просто столбиками без накида. Между столбиками будет по одной воздушной петле в каждое отверстие. Столбик без накида, воздушная петля. Следующее отверстие. Столбик без накида, воздушная петля. Следующее также, и все в каждое буквально отверстие столбик без накида и воздушная петля. Делаем это по всей окружности подошвы. Довольно легко входит в эту подошву крючок. После того, как отверстия шилом пробиты, то можно спокойно провязать. Конечно, не совсем это удобно таким образом вот обвязывать подошву, но тем не менее это достойно применения, такой метод. Пожалуйста, можно, если у вас не очень жесткая подошва, вы можете легко ее обвязать. Также можно использовать любую прорезиненную подошву, там резиновую от шлепанцев, какую угодно. Просто надо пробовать. Вот таким образом мы в каждое отверстие провязываем столбик без накида и воздушную петлю и двигаемся до конца
ряда, то есть к первой петле. Вот подошва уже практически вся обвязана. Осталось у нас один столбик без накида, одна воздушная петля, и будем заканчивать ряд. Я, в общем-то, закрываю ряд в первую петлю соединительным столбиком и затем воздушная петля подъема. Вот соединительный столбик и воздушная петля подъема. Теперь вот в эти участки, где у нас воздушные петли, мы будем провязывать уже первый ряд по 2 столбика без накида. Вот под каждую воздушную петлю 2 столбика без накида. Там, где у нас столбик, мы его просто пропускаем, а между столбиками под воздушную петлю 2 столбика без накида. Вот еще обратите внимание, как я забираю нить крючком. Не снизу, как обычно, а сверху крючок на нить. Потому что так будут у нас столбики без накида, более плотные, не будет вязание рыхлым и будет очень красиво смотреться. Потому что нить в этот момент, она будет слегка перекрещиваться. Поэтому вот таким образом сверху цепляю крючком нить и вяжу столбик без накида. Как при вязании узором крестиком. Вот дошли до конца ряда, заканчиваем ряд. И опять в первую петлю соединительный столбик и воздушная петля подъема. Дальше второй и третий ряд вяжем в каждую петлю столбики без накида по всей окружности стопы, и в конце каждого ряда не забываем соединительный столбик и воздушная петля подъема. Вот мы связали один ряд, теперь вяжем еще 2 ряда столбиками без накида. Заканчиваем третий ряд, соединительный столбик и воздушная петля. Все, теперь мы можем нить обрезать. Подошва подготовлена, обвязана, и теперь можно уже вязать верх изделия. Ну и первое, нам нужно найти середину, центр переда подошвы. Ну вот так можно какой-то линейкой, ну чем-то ровным провести через всю подошву от верха до низа, и мы увидим внизу, какая петелька останется. Вот она и будет центром нашей подошвы, потому что у меня она такая изогнутая подошва, и не так просто увидеть, а где же ее центр. Начинаем спереди, вот здесь у нас мысок, будем вязать столбиками без накида. И вот с этой первой петли, которая у нас, мы определили, что это центральная петля,
Отсчитываем вправо, по лицевой стороне будем вязать 4 петли и начинаем вязать. Вяжем всего 9 петель, вернее 9 столбиков без накида. Меняю крючок на 3,5. Конец нити, который у нас остался, мы прячем прямо сразу в вязание, то есть завязываем прямо под эти столбики. Когда мы начинаем вязать вот этот перед, по нему очень хорошо потом видно, правильно ли мы нашли центральную петлю. Если вдруг вы ошиблись там, то не страшно. Если, например, вот этот мысок, он будет неровный, будет вправо или влево подниматься какая-то сторона, то смотрите, на сколько петелек она поднялась, на одну или на две, и тогда можно будет распустить и просто сдвинуться или вправо, или влево, чтобы выправить. И тогда будет все ровненько. Так, провязали 9 столбиков, разворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд, опять же столбиками без накида, до конца ряда. Начинаем вязать со второй петли. Заканчиваем ряд двумя соединительными столбиками, но вяжем их с лицевой стороны, заводя крючок. То есть крючок заводим уже не с изнаночной стороны, как на все петли, а с лицевой стороны. И вывязываем 2 столбика соединительных. Снова лицевой ряд, столбики без накида до конца ряда. Первая и последняя петля ряда всегда будут туго прокалываться, потому что мы их так вывязываем с другой стороны, и тут еще плюс нить заворачиваем, и получается туговато. Но зато потом не будет отверстий, и вязание будет смотреться красиво. В конце ряда по лицевой стороне тоже провязываем 2 соединительных столбика. В конце каждого ряда будем провязывать 2 соединительных столбика. Каждый ряд начинаем со второй петли от крючка. Ну, то есть первая от крючка, крючок на первой петле, а со второй начинаем вязание. И всего вместе с рядом, который мы набрали, начальные петли, нужно провязать 8 рядов. Всего 8 рядов, и мы должны закончить изнаночным рядом. Последний 8 ряд мы заканчиваем не 2 столбиками соединительными, а вывязываем 3 соединительных столбика. Первый, второй соединительный столбик и третий соединительный столбик.
Дальше начинаем вязать узор. Накид, и в самую первую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом в одну и ту же петлю. Первую петлю 3 столбика с одним накидом. Вот таким образом 1, 2, 3 из одной петли получилось у нас 3 столбика с одним накидом. Дальше пропускаем 2 петли, в третью вяжем снова 3 столбика с одним накидом в одну петлю. Снова пропускаем 2 петли и в третью вяжем 3 столбика с одним накидом. Повторяем до конца ряда. Получилось у нас 6 таких фрагментов. Ряд заканчиваем и пропускаем петлю в конце ряда и вяжем 2 соединительных столбика. Вязание разворачиваем, изнаночный ряд вяжем от первой до последней петли столбиками без накида в каждую петлю. Заканчиваем изнаночный ряд 3 соединительными столбиками. Всегда будем изнаночный ряд заканчивать 3 соединительными столбиками, а лицевой ряд будем заканчивать пропущенной петлей и 2 соединительными столбиками. Теперь следующий ряд. Предыдущий ряд у нас из фрагментов по 3 столбика. Вот берем первый фрагмент и находим средний столбик и над ним вяжем столбик с одним накидом. Затем этот же средний столбик, из него вывязываем рельефный столбик. То есть берем за середину столбика, вводим крючок под середину этого столбика и провязываем столбик с одним накидом. И третий столбик с накидом мы вывяжем и из этого же самого столбика сзади, за рельефным столбиком. Следующий фрагмент тоже центральный, над центральным столбиком вяжем столбик с одним накидом. А этот же центральный столбик обхватываем посередине и вяжем рельефный столбик с одним накидом. И третий столбик из вершины этого же столбика вяжем столбик с одним накидом. То есть 3 столбика с одним накидом. Ну, вот таким образом, 2 обычных и между ними рельефный за переднюю стенку центрального столбика. Здесь в этом ряду между петлями, из которых мы вывязываем по 3 столбика, обязательно должно быть 2 петли пропущенных. Между каждыми столбиками, этими фрагментами из 3 столбиков будет 2 петли.
Между этими столбиками у нас 2 свободных петли. Мы пропускаем 2 петли, и в третью получается как раз средняя центральная петля предыдущего фрагмента из 3 столбиков. Вот такие у нас получаются как бы рифленые такие столбики. Довязываем до конца ряда. Вот связали последний фрагмент, и теперь заканчиваем ряд. Мы пропускаем 1 петлю и вяжем 2 соединительных столбика. Лицевой ряд. И разворачиваем вязание, изнаночный ряд, вяжем столбиками без накида весь. Заканчиваем изнаночный ряд 3 соединительными столбиками. И дальше лицевые ряды будут повторяться как предыдущий лицевой ряд. То есть там, где мы вязали фрагменты из 3 столбиков, 2 обычных и между ними рельефный. Единственное, что на расширение стопы мы вот здесь добавляем 1 фрагмент с боков, поэтому вяжем 1 столбик с 1 накидом в угловую петлю. Дальше по рисунку 2 петли пропускаем, третью, это будет центральная предыдущего фрагмента, столбик с 1 накидом, затем за середину этого же столбика вяжем рельефный столбик, столбик с 1 накидом, и третий столбик в этот же столбик, вершину этого столбика еще 1 столбик с 1 накидом. Таким образом продолжаем вязать весь ряд до конца. В конце ряда аналогично той стороне мы провязываем в угловую петлю 1 столбик с 1 накидом. Затем на боковой стороне мы 1 петлю пропускаем и 2 соединительных столбика вяжем. Продолжаем вязать этот узор дальше.
слегка вот тут у нас будет расширение. Если мы посмотрим, вот как оно должно быть, здесь у нас должно быть 6 рядов такого узора. Вот эти вот широкие ряды, их должно быть 6 рядов. Мы связали всего 2. Вот раз, 2. Поэтому нам надо связать еще 4 таких узора. Вот здесь с боков, где у нас по одному столбику с одним накидом, мы связали каждый ряд, добавляем еще по одному. И когда у нас будет 3 столбика с одним накидом из одной петли в углах, мы свяжем узор с рельефным столбиком. Вот у нас, где был один столбик, мы в вершину этого столбика теперь в эту одну петлю вывязываем 2 столбика с одним накидом из одной петли, из вершины этого столбика. А дальше по рисунку 2 петли пропускаем и опять в вершину центральную из этих столбиков 3, центральный столбик, один столбик с одним накидом, рельефный столбик и еще один столбик с одним накидом. В конце ряда точно так же из вершины одного столбика вывязываем 2 столбика с одним накидом. Не забываем, пропускаем петлю в конце и вяжем 2 соединительных столбика. В следующем лицевом ряду у нас уже здесь будет не 2 столбика с одним накидом, а 3 столбика с одним накидом из одной петли. И продолжаем вязать по узору 6 таких широких полос, 6 лицевых рядов и 6 изнаночных.
Когда мы закончили вязать 6 лицевых, 6 изнаночных полос, мы уже здесь не делаем в конце ряда соединительных столбиков, а просто продолжаем вязать по изнаночной стороне. У нас был изнаночный ряд, и продолжаем по изнаночной стороне вязать столбиками без накида. Вяжем так до самого конца ряда, вот до этого угла. Здесь пропускаем угловую петлю и вяжем 2 соединительных столбика, а затем разворачиваем вязание. Здесь снова начинаем узор, то есть вяжем по 3 столбика с одним накидом из одной петли. Одну петлю пропускаем и вяжем из второй петли 3 столбика с одним накидом, потом через каждые 2 петли в третью по 3 столбика с одним накидом. Всего таких 8 фрагментов. Первый связали, 2 петли пропустили, из третьей опять 3 столбика с одним накидом. Снова 2 петли пропускаем, из третьей 3 столбика с одним накидом. Вот у нас провязалось 8 раз по 3 столбика с одним накидом. Дальше у нас пойдет пятка, и теперь нам на другой стороне тоже нужно определиться, где у нас будет начинаться пятка, поэтому нам нужно просто посчитать. Вот по 3 петли, то есть одну пропускаем, начинается у нас со второй петли 3 столбика, и дальше идем опять через каждые 2 петли столбик, столбики, через каждые 2 петли столбики. Просчитать надо 8 таких фрагментов,
И наметить, поставить тут маркер в этом месте, где у нас будет начинаться пятка. То есть мы фиксируем здесь петлю. По окружности пятки за узором пропускаем одну петлю и дальше до маркера вяжем столбиками без накида. Вот довязали до маркера, последняя петля, и разворачиваем вязание. Вяжем изнаночный ряд столбиками без накида до узора. Дошли до узора, снова разворачиваем вязание и, начиная со второй петли, вяжем снова до маркера. Таким образом мы поднимаем пятку. Вот когда мы доходим до маркера, мы уже не разворачиваемся, мы маркер убираем сейчас и будем вязать уже дальше узор на этой стороне туфельки. Здесь опускаемся на 2 ряда, вяжем 2 столбика без накида в нижний ряд и в самый нижний ряд. И дальше зеркально пропускаем одну петлю, во вторую вяжем 3 столбика с одним накидом. Пропускаем 2 петли теперь, в третью 3 столбика с одним накидом. И довязываем таким образом до конца ряда. В конце ряда после последнего фрагмента пропускаем петлю и вяжем 2 столбика соединительных. Снова разворачиваем вязание. Теперь изнаночный ряд, в каждую петлю вяжем столбик без накида. Довязываем столбиками без накида до конца, вот до угла. Аналогично пропускаем угловую петлю, 2 столбика соединительных.
Разворачиваемся на лицевую сторону. И вяжем дальше по узору с рельефными столбиками. Доходим до пяточки и продолжаем вязать пятку столбиками без накида до следующего узора на той стороне. Между узором и началом пятки всегда пропускаем одну петлю. Вот дошли до конца закругления пятки до узора, разворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд до того узора. Доходим на этой стороне до узора и снова разворачиваем вязание. Вяжем по лицевой стороне столбиками без накида до узора на той стороне. Здесь закругление пятки закончили. И дальше продолжаем по узору с рельефными столбиками. Доходим до угла, пропускаем одну петлю, вяжем 2 соединительных столбика и разворачиваем вязание.
теперь нам осталось связать уже вот этот верх, обвязку верха. Изнаночный ряд вяжем столбиками без накида по кругу. Доходим до угла, и здесь уже не останавливаемся, идем столбики без накида вязать уже на самом переде. Здесь в конце ряда угловую петлю пропустим, сделаем 2 соединительных столбика, развернемся и теперь уже пойдем по лицевой стороне вязать тоже по кругу столбики без накида. Этот лицевой ряд вяжем столбиками без накида от начала и до самого конца. Это наш предпоследний ряд. И здесь разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд тоже столбиками без накида. Здесь, если на полную ножку вяжется или размер побольше, можно сразу же ввязать резиночку, либо можно взять еще крючок меньше, опять на 2,5 перейти и провязать еще этот ряд более мелким крючком. Довязываем до противоположного угла, угловую петлю пропускаем, делаем 2 соединительных столбика, и все, на этом вязание закончено, можно нить обрезать. Ну что ж, мне кажется, что эта модель очень даже достойная, очень симпатично выглядит, аккуратная такая, очень нежная.
Вот эту нить, которая у нас там осталась, конец нити, нам нужно будет спрятать в вязание обязательно, чтобы не забыть. И все, туфельки готовы. Очень хорошо держит форму, все ровненько. Ну что ж, осталось только их примерить. Вот так на подошве от обычных пляжных шлепанцев у нас получились такие замечательные мокасинчики. Друзья, если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайки. Не забудьте обязательно подписаться на канал. Мы всегда рады новым друзьям. И вы таким образом будете получать уведомления о следующих наших видео. Ну, а также, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте их, пишите в комментариях, и я на них обязательно отвечу. До новых встреч, хороших вам работ!